Испания. Страна высокой гастрономии. Хамон Иберика, выдержанные сыры, мишленовские рестораны. Чтобы понять эту культуру, нужно потратить кучу денег. Или, да ладно, забудьте. Чтобы понять Испанию на самом деле, вам нужно просто зайти в Меркадону и знать, на какие полки смотреть. Сегодня мы обойдемся без банальных сувениров. Про хамон и сыры я уже снимала отдельное подробное видео, ссылку на него я оставлю в описании, обязательно посмотрите. А сегодня мы поговорим о продуктах на каждый день. От десерта, который разорвал весь интернет этим летом, до лайфхака с охлажденной пиццей. Поехали! Начнем с классического перекуса. Когда вам лень резать целый батон колбасы, ищите в мясном отделе колбасы в запайке. Упаковки тонкими слайсами. Стоят они копейки, но качество мяса отличное. Мой личный фаворит, который я беру постоянно, вот это. Это идеальный вариант для быстрых бутербродов или когда к вам неожиданно пришли друзья и нужно за 2 секунды собрать мясную тарелку под бокал вина. Но самое главное, это не соя и не туалетная бумага. Это стопроцентное настоящее мясо с минимумом добавок. В Испании за этим строго следят. Рядом в холодильнике лежит вещь, которую многие туристы пропускают, скупая обычные консервы. Внимание на экран! Видите разницу? Справа паштет консерва со сроком годности до конца века, а слева это охлажденный паштет из печени из холодильника. Туристы всегда берут правый, а испанцы – левый. Этот паштет нежный, сливочный, с очень чистым мясным вкусом. Намазывайте его на спелый тост, и ваш шикарный испанский завтрак готов. Консервированные анчоусы в подсолнечном масле. Вообще в Испании культура рыбных консервов – это отдельная религия. Вы скажете: ой, ну анчоусы, мелкая соленая рыбка, чем тут удивить? А я вам скажу, что Испанское общество потребителей устраивало этим консервам жесткий тест и официально подтвердило: бюджетный вариант по качеству не уступает элитным брендам. Банка стоит смешных денег, но внутри всегда аккуратные ровные филешки с глубоким вкусом, которые не превращаются в унылую кашу. Пока где-нибудь под видом анчоусов продают сухую пересоленную резину, Меркадона буквально за 1,5 евро выдает продукт, с которым можно сделать бутерброд хоть для ресторана. В составе только цельное филе, масло и соль. Никакой химии, куча омега-3 и готовый соленый кайф, когда лень стоять у плиты. Кстати, они есть в оливковом масле и в подсолнечном. Но мне лично больше заходят именно в подсолнечном, так как у него нет такой горчинки, и поэтому вкус анчоуса раскрывается чище и мягче. И что вы думаете? Меня выгнали из Меркадоны с криками «No photo, no photo!». На самом деле они имеют на это право, потому что в Испании, в отличие от наших стран, все магазины, бары, кафе, салоны красоты имеют статус приватной территории с публичным доступом. То есть это не открытая территория. И там они могут устанавливать свои правила. И что вы думаете? Я иду в другую Меркадону. Пусть меня и оттуда выгонят. Все для вас, мои дорогие 88 подписчиков. А это вообще легенда Меркадоны – паста гуакамоле. Обратите внимание, на упаковке написано 95% фреско. Это значит, что внутри практически одно чистое авокадо, капля лимона и специи. Вкус максимально натуральный, без химозного послевкусия. Идеально идет как соус к мясу, заправка для салатов или просто как намазка на тост с утренним яйцом пашот. Переходим к тяжелой артиллерии. Если вам лень готовить ужин, идите к отделу с охлажденными пиццами. Их там несколько видов, и они реально классные. Это не замороженный картон из других супермаркетов, тут сочное тесто и честное количество начинки. У меня для вас есть личный лайфхак. Я беру базовую пиццу, например, барбекю, а дома накидываю сверху побольше сыра. Можно, в принципе, и других вкусностей по желанию.
7 минут в духовке и получается огромная сочная пицца, которая вкуснее, чем во многих службах доставки, а стоит в 3 раза дешевле. На сладкое у нас сегодня с вами особенный гость – это шоколад Valor. Почему именно он? Его производят на фабрике в городе Вильяхойоса, прямо здесь, в нашей провинции Аликанте. Это прям гордость нашего региона. У них потрясающий шоколад, а также есть варианты с цельным миндалем или фундуком. Это просто шедевр. Обязательно берите плитку с высоким содержанием какао. Если у вас праздник или просто плохое настроение, идите в кондитерский отдел за тортом «Красный бархат». Ребят, это просто пушка. Нежнейший бисквит, идеальный крем-чиз, он в меру сладкий и буквально тает во рту. Я перепробовала много тортов в Испании, но этот просто мой фаворит. Да, он не дешевый, но поверьте, оно того стоит. Ну и финальный босс. Мороженое, которое этим летом разорвало испанский тикток. Кокос в натуральной скорлупе. За ним реально все охотились. Но у меня оно как раз припрятано в морозилке, так что давайте открывать. Это невероятно сливочно, со привкусом кокосового молока и совершенно не приторно. Увидите на полках магазина, берите без раздумий. А скорлупу можно оставить себе, как сувенир. Так что да, ребят, вот такой получился список моих личных проверенных находок в Меркадоне. Как видите, мы обошлись без стандартных сувениров и сомнительной косметики за 3 евро. Только то, что реально вкусно и проверено мною. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в солнечной Испании. Всем пока-пока!